Теперь закрой глаза и постарайся расслабиться. Что происходит? Воу-воу-воу-воу-воу! Воу! Лолошка? Что за... Что происходит? Лолошка, неужели ты остановил время? Да, стать преступником, чтобы понравиться Санчезу, чтобы при этом понравиться Марло Брендо. Куда меня занесла тропа жизни? Ну ничего, лаборатория GDH будет найдена. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы работяга Санчеза. Да-да, работяга под прикрытием. Сейчас Санчез уверен, что я якобы пытаюсь отомстить Марло Брендо за якобы продажу меня мафиози по имени Евсей. Запутались? Не парьтесь. На деле вся эта история одна большая выдумка. Легенда, которая позволила мне втереться в доверие к Санчезу и уже даже поработать с ним. Скажу честно, работа мне не понравилась. Ограбление явно не моя жизненная цель, не мой конек. И, кстати, об ограблении. Вы посмотрите, сколько денег мы своровали. Вот только зачем они мне? Я их себе оставлю или Санчезу отдам? Видимо, сегодня и узнаем. Так, а вообще, дамы и господа, сейчас главное держать в голове, что Санчез мог даже не поверить в мою легенду. О, привет, Дилан. Вполне вероятно, что все эти шрамы, костюмы, нападения на территорию Марло Брендо тупо не сработали. Кстати, насчет костюма, все окей? Чистота 3, чистота 3. Ну да, более-менее. Но вы посмотрите, что на улице, бога ради. Куда я тут в костюме? Промокну весь. То есть мне очень часто придется надевать осеннюю одежду, потому что она еще более-менее спасает теплом, а вот это явно нет. Так, ладно, электрогрелка, привет. Ты работаешь? Работаешь, ладненько. Ну что ж, как-нибудь спасемся. А вообще у нас тут Дилан написал. Привет еще раз. Да, привет. Слушай, я думаю, тебе надо снова зайти к Санчезу. Убедиться, что он все-таки принял тебя к себе. И узнать, продолжает ли он подозревать тебя в сотрудничестве с Марло. О, так а погоди, я буквально только что это произносил. Окей, Дилан, а ты знаешь, где находится Санчез? Может быть, Санчез сам свяжется? Ты знаешь, где он находится? Ну вообще нет. Но лучшим местом для его поисков будет тот бар, где вы встретились. Я бы пошел часам к 11, прям как вчера, чтобы показаться стабильным, пунктуальным человеком. Да, в этом есть какая-то логика. Я же отыгрываю GDH, а GDH вроде как пунктуальный. Так, ладно, если я должен там быть к 11, то единственный вариант — это точно не идти пешком, это точно ехать на автобусе. Потому что пока я буду идти, я полностью замерзну. О, и еще кое-что. С предыдущей серии у нас огромные проблемы. Я больше не могу... Так, сейчас, ладно, подойдем. Короче, с предыдущей серии я больше не могу есть одинаковую пищу. Так, привет, Ричард. Что? Да, здорово, Лон. Слушай, мне тут ребята посоветовали создать аккаунты во всех социальных сетях. Вот, с сегодняшнего дня начинаю продвигать их. Чё ж я раньше сам-то об этом не подумал? На острове-то работал только ТикТак. Вот я им и пользовался. Ой, я так рад, что Клео не устает отвечать на мои вопросы. Она такая... Она еще и часто советы дает. Я вообще, наверное, за это маму должен поблагодарить. Без нее я бы сюда точно не переехал. А ведь я еще ругался с ней, что она ставит меня в неловкое положение и... Ладно, я прям сейчас ей напишу, вот прям сейчас. Такс. Все, написал. Ой, надеюсь, она не сильно обиделась. Так, вообще... Надо вставать. Встаем. Еще раз доброе утро. Так, ты, получается, сейчас сюда, понял? А я в продолжении нашей темы с едой вот что скажу. Походу, воровать из холодильника — это действительно идея. Потому что там восстанавливается Я тебе прям... говорю, это правда, это просто потрясающий тайтл. Ты обязана его посмотреть со мной. О, Клео, ну ты же уже посмотрела его. Ну и ладно, подумаешь. Я готова посмотреть его еще раз. Или... мы можем посмотреть его все вместе. Устроим вечер кино. Ну вообще мы давно такого не делали. Так, ну ладно, в компании будет действительно интереснее посмотреть. Нет, ты не понимаешь, его будет интересно смотреть даже без компании. Слушай, Клео, прости, я перебью.
Если это опять какая-то повседневность... Да нет, ну какая повседневность? Брай, я знаю, что у вас нет вкуса, и вы смотрите только сёнэны. Ладно, почему нет? Я согласна. О, супер. Тим, а что насчет тебя? Будешь смотреть новую анимешку, а? Да, буду. Если что, я тоже посмотрю. О, супер. Лолошка, если что, ты тоже приглашен. Эй, Клео, ты только Глена-то предупреди. Так, ладно. А то он стрим запустит, а нам придется без него смотреть. Ой, кстати, точно. Сейчас я напишу ему. Как раз просчитает, когда проснется. Так, отправила. Ну вот, все, порешали. Ай, всем приятного аппетита. Так, окей, да, приятного аппетита. Погоди, мы сегодня смотрим какое-то аниме? Вот это реально повседневность. Так, слушайте, вы тут таскаете еду, а я не закончил про еду. Короче, ребят, я вижу то, что каждый день здесь обновляется какая-то пища. Но каждый раз она именно что украдена. Я уверен, то, что если я что-то сворую, то у меня минус репутация. Причем, скорее всего, здесь рандомная репутация. Например, вот это может быть Клео, вот это может быть там Глен. Давайте проверим, какие у нас вообще отношения. По-моему, с Клео самый-самый, да? Во, равнодушие 46. Чисто теоретически я могу взять и подарить ей что-то еще. Например, цветочек. Вот, возьми. Ой, как неожиданно. Неприятно, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Далее я знаю то, что Редстоун надо подарить Тиму, а Ричарду нужен стейк. Ладно, Редстоун забираем. И хотя бы про Тима не забываем. Возьми. О, вау, как круто, спасибо. Всегда, пожалуйста. Так, я смотрю, некоторые уже поели, в телефончике сидят. Ни с кем не поговорим, видимо. Так, ладно, в любом случае, мне к 11 часам нужно куда? Правильно, к Санчезу. Но вы поглядите, что мне до этой серии пришло. Напоминание. Дорогой клиент, напоминаем вам, что у вас имеется один непогашенный платеж. Просим вас погасить ваши задолженности в ближайшее время. Да, это те самые штрафы. И я понял то, что у меня штраф уже надо оплатить в течение 2 дней. Иначе я не знаю, что произойдет, но явно ничего хорошего. Поэтому, так и быть, платим. Ох. Я только что потерял 775. Итак, у меня остается 4500. Кстати, а что насчет платежки вот за эту комнату? Я, по идее, сейчас с Ричардом скидываюсь за эту комнату, и мы платим по 500 в день. Но я не плачу. Типа, у меня ничего подобного не приходит. Скорее всего, да. Потом придет какая-то большая платежка на 5000, типа, за 10 дней подряд. Но у меня нет таких денег. Мне... А как мне выполнять работу с такой погодой? Бляха-муха, это же невозможно. Так, погоди, ну у меня вообще есть здесь работа. Регулярфуд. Принести 1 меховой шлем, меховую кирасу, поножи и ботинки. Если посмотреть, что это делается из меха, который я не знаю, где добывается, я никогда не выполню это задание. Я посмотрел буквально все эти задания, но нет. Единственное более-менее выполнимое это вот это. Принести 12 овощных сэндвичей и принести 1 сэндвич с беконом. Но за 1 день такое не выполнить. Как минимум, мне нужно еще где-то ингредиенты взять и все такое. Видимо, самый нормальный способ заработать это реально CJD. Взять заказ. Так, где? Ой, как близко, хорошо. Повезло, повезло. Продается участок 38 985 90. Стоп, я замерзаю. Нет, пожалуйста. Господи, тепло, срочно. Так, пожалуйста, теплое место. Сиди, тихо. Оттаиваем, постепенно оттаиваем, хорошо. Так, мне, по идее, сюда, да, посылку забираем. Далее, по идее, мне нужен красный вейпоинт, который вон он. Ой, блин, Что? Ой, здравствуйте. Занять я у вас ничего не могу, да? Было бы прикольно. Все, мы пришли, посылочку отдаем. Вот. А вы быстро. Всего доброго. Всего доброго. Так, дали, надеюсь, много денег. Блин, мне, правда, здесь-то лучше не стоять. Я не хочу тратить электрогрелку Мишутка. Так, ладно, поехали на проспект Харриса. Стартуем. Я сказал, стартуем. Я сейчас начну стрелять. Далее мы сейчас быстро идем в какое-то тепло и надо переодеться. Я напомню, мы не должны ходить в этой одежде. Отыгрывает GDH, мы что-то типа под прикрытием. Так, здесь зайти погреться точно не удастся, там очень холодно. Вот, сюда, пожалуйста. О, здравствуйте.
Слушайте, у вас есть что согреться тут, а? Так, сок, бабабо, нет, это явно не то, что мне надо. Мы, получается, переодеваемся. Еще более холодная одежда. Ну а теперь вот оно. То самое. Бар Санчеза. Только почему он закрытый? А мне точно сюда надо. Время-то 11:01, вот вовремя. Ну ладненько, давай попробуем украденными отмычками. Ой, только, пожалуйста, не ломайся, я тебя умоляю. На острове надо было качать взлом, вот что я понял. Давай! Да господи, долбаные отмычки. Давай! Наконец-то! Всем привет! Тут кто-нибудь есть? Слышь, бар закрыт, проваливай отсюда. Тихо, дамочка, дробовик уберите, я это, к Санчезу. Ой, это же вы. Сеньор Санчес просил передать вам записку. Сейчас. Вот, возьмите. Добро пожаловать, мистер Харрис. Бар обычно открывается в 9 вечера и работает до 8 утра. Постарайтесь в дальнейшем приходить сюда в это время. Сейчас я здесь только потому, что сеньор Санчес попросил меня дождаться вас. Мне уже давно пора было уйти. Работу вы сможете получить здесь же, во время открытия, само собой. Не думаю, что это надо объяснять. Вы не новичок и сами все знаете. Но раз уж мы здесь, будете что-нибудь заказывать? Да, ну знаете, раз уж я пришел, давай-ка закажу. Текущий баланс 10 тысяч. Наверное, эту наличку я не буду тратить. Давай картой оплачу. Мне бы что-то такое прям... Во, скорость. Это то, что мне надо в условиях такой ужасной погоды. Да, скорость. Берем. Угу, хорошо. Сейчас все будет. Так, ладненько. Я пока записку, наверное, возьму. Подожди. Вот ваш заказ. Ага, хорошо. А теперь Спасибо. прошу вас, мистер Харрис, мне нужно закрываться. Уходите. Хорошо, ладно. Я рад, что ты сменила тон. Иначе неизвестно, кто кого. Хе-хе-хе. Так, ну ладненько, Маргарита у меня, значит, есть. Сори, я у тебя тут записку почитаю. Боюсь, я не смогу встретиться с тобой сегодня и обсудить все детали нашей сделки. Но я рад нашему сотрудничеству. Мой номер 764529. Мой тег что как Flowers Delivery. Диего Санчес. Понял. Мой тег что как? Что как, это вот это? Это вот это приложение так называется? Прикольно. По итогу мне дали очень важную записку, где указан тег Санчеза. Flowers Delivery. Он у нас, значит, скрывается. Типа доставка цветов. Получена новая СМС? Что еще за СМС? Невыполненная квота CJD. Вы не выполнили квоту по... Дилан, да, сейчас, погоди. Еще раз, вы не выполнили квоту по заказам на сегодня. К сожалению, вам выписан штраф. Чего? Но это же неправда, день еще не закончился. Я за сколько должен выполнять эту долбаную квоту? Это ненормально, почему меня везде лепят этот долбаный штраф? Так, ладно, успокоились. Что там за штраф-то? Невыполненная квота CJD 500. А за выполнение сколько я получаю, напомните? 611. Ну ладно, я хотя бы в небольшом плюсе. Я все-таки выполню еще, наверное, заказик. Ага, улица параллельная, это у нас, вроде как даже близко. Но также мы не забываем то, что мне Дилан написал. Зато теперь мы точно знаем. Проникновение в банду Санчеза успешно. Вот только знает ли об этом Марло? Вот в чем вопрос. Ты точно не должен писать ему об этом, запомни, не пиши. Надо сказать Ричарду, чтобы Ричард рассказал Марло. Ладно, забей, я сейчас сам все напишу. Вот в чем прикол. Да ё-моё, сейчас, погоди, Дилан. Помните, в предыдущей серии Ричард ко мне подошел и сказал то, что ему написали адрес. Так вот оно, оказывается, зачем? Чтобы не палиться мне. Блин, у меня вот тут полицейский, и вот там надо получить посылочку. Я как бы очень аккуратненько. Тихо. Хе-хе-хе. У меня там по-любому какой-нибудь штраф, я уверен. Я на 3 миллиарда процентов уверен. Так, ладненько, Дилан, что ты ему там написал-то? Окей. Вот что ответил Марло Ричарду. Ну, это если тебе интересно. Думаю, он так выражает радость. О, найс. Так, получается, Марло теперь знает, что мы в банде Санчеза. Ой, блин, что-то я прям немножко это, на панике какой-то. В основном я, конечно, на панике из-за холода. Сейчас я понимаю то, что мы слишком много наглеем. Мы далеко от теплых мест, и я в любой момент могу замерзнуть. И куда же мне... Так. Ага, да, вон
вижу... Ой, как он далеко, раз он не прогружается. Я здесь, а посылку надо отдать сюда. Боже мой. Но я помню то, что это вроде как остановка управления полицией. Это было быстрее, чем я думал. Вот оно, управление полиции. I give you a night call to tell you. Я водила. Да, помню, было дело. Все, сейчас отдадим, не замерзнем. Кстати, такое ощущение, что вот эта одежда даже лучше сохраняет тепло. Посылочка, забирайте. О, это должно быть от мамы. Спасибо. Всегда, пожалуйста, дайте денег. 450 без чаевых. Вы чё, реально? Ладно, я тогда штраф, наверное, прямо сейчас оплачу, потому что, ну а чё, надо оплачивать. И вы поглядите, какой тут через дорогу магазин. Начни тренировки с браслета. Новые поющие утюги. Пускай утюг исполнит арию. Дилан печатает. Сейчас, погоди-ка. Вау, тут даже стиральные машинки есть. Я могу ими воспользоваться. И все-таки, Дилан, что печатаешь? Слушай, раз уж у тебя появилось свободное время, я решил записать тебя на гипнотерапию. Кто знает, когда у тебя снова будут спокойные дни для приема, да? Тем более у доктора Линды как раз появилось свободное окно. Сегодня в 15:00. Идеально, как по мне. Доктор Линда уже подтвердила запись. Будем надеяться, что сегодняшний сеанс пройдет продуктивнее прошлого. Ага, нифига себе, а прошлый как будто был непродуктивным. Но вообще да, чем продуктивнее, тем круче. А ты не хотел сначала посоветоваться со мной, Дилан? Звучит офигенно. Эй, Дилан, у меня на сегодня уже есть планы. Так, ну вообще это реально звучит офигенно, но на будущее. А ты не хотел сначала посоветоваться со мной, Дилан? Ага. Так, ну ты же всегда можешь отказаться. Я просто пытаюсь помочь тебе вернуть воспоминания, не более. Помочь тебе с чем-то другим для меня как-то, сам понимаешь, сложновато. Ну ладно, хорошо. Но в любом случае, мог бы действительно и спросить. Итак, немного побегал, погулял, задание выполнял, и прямо сейчас у меня 5177 В. Я думаю, то, что пора расстаться с последним штрафом. До свидания. Все, я свободен! Ху-ху! Но в то же время у меня запись, уже 15:10. Так, здравствуйте. Я это, к Линде. Здравствуйте. Вы записаны, да? Да, все правильно. Угу. К какому специалисту, скажите? К Линде Вермут, или как ее? Линда Вермут, да, все правильно. Вот, Линда. Сейчас. Так, ложка Уильям Дэвисон, правильно? Все правильно. Хорошо. Прошу, проходите в кабинет. Специалист уже ждет вас. О, найс. Так, ну да, я со шрамом. Здравствуйте. О, ложка, привет. Такс. Что ж, начнем. Присаживайся. Хорошо. Знаешь, скажу честно, я беспокоилась, что ты мог отказаться от наших сеансов. Поэтому я очень обрадовалась, когда увидела, что ты занял свободное окошко. Давай так, ты сейчас расслабься, успокойся и скажи, когда будешь готов приступить к терапии. Хорошо? Хорошо. Мне надо просто сказать готов, да? Ну ладно, готов. Вот и замечательно. Начинаем. Для начала сними, пожалуйста, очки. Так. Угу. Вот. Теперь ложись. Так нам будет удобнее. Ладно. Отлично. Теперь закрой глаза и постарайся расслабиться. Дыши глубоко и полной грудью. Вдох, выдох. Молодец. Хорошо. Сейчас ты погрузишься в транс. Надеюсь, ты помнишь. На счет 5 перед тобой появится воспоминание. Когда я хлопну в ладоши, ты очнешься. Начнем. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, здравствуй. Рад видеть тебя снова, ложка. Ты, наверное, хочешь узнать что-то интересное? Да, я, видимо, за этим. Конечно, ты не мог заявиться сюда просто так. Давай посмотрим. Эти двери, ложка, твои воспоминания. Попробуй открыть одну из них. Ладно. Так, ну я попробую вот эту. О, не получается? Значит, туда тебе еще рано.
Твоя сила бережет тебя, но иногда этот защитный механизм может и мешать. Продолжай пытаться, пока не найдешь нужную дверь. Уф, ладно. Нужную дверь? Вот эту? Нет, не угадал. Ладно, подожди, а ты знаешь ответ? Вот это? Попробуй еще раз. О, ладненько. Ну, А что, ложка, если все они заперты? Оу. Об этом, честно говоря, я не думал. Вот эти не открываются. Не угадал. Ну хорошо, вот это. Еще раз. Вот это. Ой. Что происходит? Воу-воу-воу-воу-воу! Воу! О! Стоп. Это воспоминание, ложка. Ты понимаешь это? Но не оно управляет тобой. Ты управляешь этим воспоминанием. Сосредоточься на людях, которых ты видишь. Сосредоточься на своем окружении. Можешь ли ты вспомнить, что здесь происходит? Можешь ли ты вспомнить, где ты? Ой. Я могу вспомнить, где я. Это же буквально сезон 13 огней. Понимаете, я не просто помню, что это сезон 13 огней. Я помню даже отчетливо, что это за серия. Я даже не просто помню, что это за серия. Я даже помню, как она называется. По-моему... Блин, 60-я «Свиток правды». Могу опять же ошибаться, но, короче, это точно 60-я серия. Получается, все это иллюзия, созданная моим мозгом. Да, потому что даже мои вещи остались. Так, ладно, ты продолжай. Если рядом с тобой кто-то есть, попробуй поговорить с ним. Ладно. Выпустите. О! Лолошка? Что за... Что происходит? Лолошка, неужели ты остановил время? Это какой-то артефакт богов? А, ладно, это сейчас не важно. Ты должен спрятать артефакты в своем измерении. Тои-Фэйтун не должен их получить, Лолошка! А Кетра? Она снова застыла. Обалдеть. Подожди. А ведь именно в тот момент это были мысли о том, что мы должны спрятать свиток правды, да. О, господи, как это все круто. Подожди. Синдбад. Нет, с Синдбадом я не могу. Кто-нибудь? Дана. Вы же не думали, что сможете уйти с артефактом? Вы, мироходцы, такие самоуверенные. Думаете, что все миры вертятся вокруг вас? Не в этот раз. Я не позволю вам сбежать. У меня есть способы остановить вас. Ага. Понятно. Простите? Нет? Простите? Прошу прощения. Не двигайся! Вам не сбежать! Знал бы ты, что я уже настолько давно сбежал. Хо-хо-хо. Настолько давно, что ты даже не представляешь, насколько давно. Простите? Кто-нибудь еще? Что-нибудь? Кто-нибудь? Поверить не могу. Вы так легко добыли свиток правды. Ну, пожалуй, все. Думаю, на сегодня этого достаточно. Да. Эй, Лолошка. Я думаю, на сегодня все. Этого достаточно. Привет. О, погружение прошло просто великолепно, Лолошка. Мы могли бы продолжать сеансы дальше, но у меня есть еще пациенты. Но зато знай, с таким быстрым прогрессом мы скоро сможем разблокировать каждое воспоминание. Надеюсь, ты продолжишь наше занятие. Но только прошу тебя, не стоит задерживаться с новой встречей. Регулярные сеансы – это самое важное для выздоровления. Кажется, твои воспоминания сейчас были довольно интенсивными. Да, это правда. Очень интенсивными. Настолько... Слушай, посиди в коридоре, если почувствуешь головокружение. Да, хорошо. Так вот, настолько интенсивное, что... Господи, я смог даже ходить в своем воспоминании. Так, ладненько, а
У меня впервые появилась заметка, кстати говоря. Самоопределение. Спустя долгое время я наконец-то увидел новое воспоминание. Я должен продолжать эти сеансы. Мне нужно вернуть свои воспоминания и понять, как я очутился в этом мире. В этом видении Акетра снова вспомнила про мое измерение. Интересно, сработает ли Прунус за пределами острова? О, да ладно. Да ладно. Подожди, что? Я реально могу наконец-то попробовать? Клянусь, я столько держал в голове, а вспомнит ли мой персонаж? Вам нормально? Нормально вам? Короче, Прунус, я хочу 100% сказать Прунус. Я хочу прописать Прунус. А для этого надо зайти куда-то за угол. Например, куда-нибудь вот сюда. Здесь никто ничего не видит. Ну чё, ребят, попробуем? Прунус. Нет. Не сработало. Бляха-муха. А я почему-то думал, что сработает. Я правда был в этом уверен. Признаюсь честно, воспоминание с каждым разом все сильнее и сильнее. И это воспоминание, оно было просто... Ну, необычным как минимум, оно не похоже на все остальные. Я мог в нем ходить, я мог в нем разговаривать с другими людьми. Но при всем при этом я как бы осознаю то, что все вот эти вот разговоры с другими людьми, это мое подсознание, это мои подвоспоминания. Или даже можно сказать подвоспоминания плюс фантазия. Потому что вот эти слова, которые произносили Акетра, Дана, ну, они вроде произносились тогда, но при этом в этот раз они немного были переконструированы. Например, Акетра про мое измерение Прунус не говорила. То есть, получается, это я сам додумал и прямо сейчас сам же себе записал. Вот такой вот у нас лол-ложка. Ой-ой-ой, кстати, а я не опаздываю? Время-то уже 19:21, и у меня телефон сейчас разрядится. 4%, срочно! Зарядочка, иди сюда. Далее мы поставим ее где-нибудь на улице, чтобы, если что, не забыть. Я просто специально не в спальне ставлю, а вот здесь, дабы не забыть. Все, 4% и... Ребят, Тихо. ладно. Ребята, а мне написать? Ричард, ты почему мне не написал? Я собирался написать тебе. Сказать, что мы садимся смотреть. Дилан сказал, что ты занят. Хе-хе-хе. Ты чё, правда ходил на сеанс гипноза? Это же шарлатанство, это не работает, чувак. Чё дальше? Ты начнешь рассказывать, что правительство рептилоиды? Чё? Чё ты там сказал про рептилоиды? Подожди! Ты знаешь, что правительство это рептилоиды? О, господи. Привет, Тим. Да отстань, не отвлекай. Тут сейчас самое интересное. Постарайся не шуметь. Ладно. Ребят, вы смотрите буквально на одно и то же. Вот. Жалко то, что не обыграли, что если я вот сюда встану, они ничего не говорят. Было бы прикольно. Ну, ладненько. Привет, Клео. Ложка, ты опоздал. Ладно уж, твоя потеря. Ты пропустил лучшее аниме во вселенной. В лучшей компании во вселенной. Угу. Крутое аниме, крутая компания. Особенно Брай, который вообще не смотрит. Брай. Забей, не слушай ее. Ты не так уж и много пропустил. Что бы ни говорила Клео. А? Да так. Знаешь, Лолошка, я бы на твоем месте вообще не приходила. Хотя, ладно, остальным нравится. Ну знаешь, может быть тебе и понравилось бы. Не сиди ты в телефоне. Да, точно. Ой. Смотрим. Бедная раздосадованная Клео. Ну Клео-то, кстати, уже второй раз, получается, смотрит. Ну, давайте смотреть. Знаете, как было бы круто, если бы я действительно сейчас сел, посмотрел с ними, и со всеми у меня поднялось отношение. Наверное, самое удивительное в этой истории то, что у меня до сих пор не забрали деньги. У меня ровно 10 тысяч В. Если Санчес про них забудет, я буду таким счастливым человеком. Так, смартфон. О, зарядился 38, найс. Заряжайся дальше, молодец. Вообще, сейчас очень важно понимать то, что история делится очень грамотно, делится на основное повествование и дополнительное. Но, ребята, мы прекрасно знаем, что такое дополнительное повествование. Я уверен, то, что так же, как и с 13 огнями, вот то, что мы сейчас видели, сезон «Последняя реальность» и все, что в нем происходит, будет обыграно. Я начинаю все больше в это верить, потому что я вижу, как глобальный лор постепенно затрагивает и, другие истории. Не так активно, само собой, но все-таки затрагивает. Так что да, давайте я официально скажу. С этого момента для меня дополнительного не существует.
Для меня все это основа. Любое маломальское действие уже давным-давно доказано, как-то довлияет. Пожалуй, на этом я буду постепенно заканчивать. Серия просто невероятная. Я правда в шоке, то что сама история постепенно начинает затрагивать именно мою память. Мне очень интересно узнать, что будет, когда Лолошка вспомнит. И странно то, что у меня не работает Прунус. То есть у меня что, искра атрофировалась? Опять же узнаем. А на этом, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, подписываться. В этот зимний холодный день только ваши нажатия на лайки и подписки и согревают. А вот если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка. И жесть какие воспоминания. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.